Слышите хруст? Все, что нам понадобится перед вами, всего лишь мука, соль, холодная вода и дрожжи. Итак, приступаем. Здесь у меня 500 грамм муки высшего сорта. Добавляю 2 неполные чайные ложки соли или 10 грамм. Перемешиваю. Около 3 грамм сухих дрожжей или примерно пол чайной ложки. Добавили. И замешиваем тесто очень холодной водой. Чуть-чуть я оставлю на всякий случай, вот так. И потом посмотрим, если понадобится нам больше или нет. И вот так можно деревянной лопаточкой, можно ложкой, можно рукой, как вам удобно, перемешиваем. Тесто должно получиться жидковатое. Ну, похоже, что еще нам понадобится вода. И добавляем всю воду, то есть 400 миллилитров. Накрываем пленкой и оставляем часов на 8-10 при комнатной температуре. Не надо ничем укрывать. Через 8-10 часов вы увидите, что тесто это увеличилось в размере и образовались на поверхности пузырьки. Так как мы добавили очень маленькое количество дрожжей и замесили тесто холодной водой, поэтому брожение будет идти медленнее. На медленном брожении хлеб получится намного вкуснее. Прошло более 9 часов, и посмотрите, как теперь наше тесто выглядит. Посмотрите, какие пузырьки образовались в нем. Как вы видите, тесто жидковатое, но такое и должно быть. Теперь аккуратно сформируем, постараемся сформировать хлеб округлой формы. Вот такой скребок для теста очень и очень поможет вам в этом. Старайтесь не добавлять очень много муки, так как структура теста от этого изменится, и хлеб уже получится другой, не такой, какой мы ожидаем получить. На повторное растаивание мы перенесем тесто вот в эту форму. Эта форма у меня обычная как для выпекания тортов, диаметром 22 сантиметра. Дно и края этой формы смажем сливочным маслом. Слегка дно можем обсыпать мукой. Аккуратно постараемся перенести это тесто в форму. Сверху это тесто обильно обсыпем мукой. Накрываем пленкой и оставляем на повторное растаивание, на повторный подъем этого теста часов на 8-10. Затем останется только выпечь этот хлеб. И осталось только выпечь наш хлеб. Выпекаем в разогретой до 220 градусов духовке на 10 минут. Затем опускаем до 200 градусов и допекаем до готовности. И посмотрите, какой чудесный хлеб у нас получился. Или посмотрите, как он выглядит изнутри. Вы видели, как легко он отошел от дна формы? Теперь дожидаемся, пока он полностью остынет, и кушаем. Хлеб полностью остыл, самое время пробовать. Смотрите, хрустящий. Посмотрите снизу, как он выглядит. Очень вкусно. Видите, как он хрустит? Хрустящий. Слышите хруст? Этот хлеб мне напоминает хлеб из моего детства. В Тбилиси за 30 копеек продавался вот такой хлеб. Очень вкусный, очень ароматный. И он очень-очень похож на этот хлеб. Вы видели, как это просто готовится. Приготовьте и попробуйте обязательно. Приятного вам аппетита! Спасибо вам за вашу поддержку, за подписку, за ваши комментарии. Я всегда внимательно их читаю и стараюсь по возможности ответить.